Страшная история. 3 миллиона в сумке. Сергей услышал громкие разговоры и прислушался. Речь шла о деньгах. Каких-то миллионах. Он свернул с тропинки и стал тихо подкрадываться к говорящим. Скоро он их увидел. Это были два мужика в спортивных костюмах. Один из них держал в руке коричневую сумку. «Давай спрячем здесь сумку, мало ли что. Все-таки 3 миллиона на дороге не валяются». 3 миллиона! Ничего себе!» – подумал Сергей. «Мне бы такие деньги. Ладно, так и сделаем. Прячем и идем навстречу пустыне. Тащи ветки, закидаем сумку и место пометим». Мужчины быстро закидали сумку ветками, спрятав ее в небольшом углублении в земле. Потом они двинулись на выход из просеки. Сергей не верил в своей удаче. Он просто шел с дачи и решил срезать путь через просеку. Теперь недалеко от него лежит сумка с 3 миллионами. Если, конечно, верить словам мужиков. Нужно просто по-тихому забрать сумку и быстро уйти. Эту местность Сергей знал как свои 5 пальцев, так как исходил ее вдоль и поперек. И мог закрытыми глазами сказать, что находится в той или иной стороне. Он встал и внимательно посмотрел по сторонам. Потом прислушался. Все тихо. Ничего, кроме пения птиц и комариного писка, не слышно. Он тихо подошел к месту, где должна быть спрятана сумка. Ага, вот и свежие ветки накиданные. А вот и она, родимая. Сергей аккуратно достал сумку и открыл ее. Внутри лежали пачки денег. Сергей достал одну пачку. 5-тысячные купюры. В пачке их 100. Значит, одна пачка – это 500 000. А таких пачек в сумке сколько? Ага, 6 штук. Не обманули мужики, все как в аптеке. Довольный собой, Сергей бросил пачку назад и закрыл сумку. Затем взял ее и пошел назад к тропинке. Позади него раздался треск. Это вернувшиеся мужики шли напролом к месту, где лежала сумка. Сергей бросился бежать. Сзади него раздался разъяренный вопль. «Где деньги? Стой! Стой, фраер! Убью!» Сергей припустил еще быстрее. Так, сейчас по тропинке вправо, затем влево. Впереди будет огороженная пасека одного мужика. Перед ней тропинка вправо и по ней прямо до дороги. Сергей проскочил пасеку и бежал вперед, летя как на крыльях. 3 миллиона в сумке придавали ему ускорение. Внезапно он увидел, как от дороги ему навстречу бегут два качка в спортивных костюмах. Эти еще откуда тут взялись, успел подумать Сергей и резко изменил направление. Теперь он бежал на юг, не разбирая дороги. Впереди было спасительное поле с кукурузой. Там он надеялся запутать следы и уйти к реке, которая протекала сразу за полем. Речушка была неглубокая, можно перейти вброд. За ней, на том берегу, начинался лес. Настоящий большой лес с вековыми дубами и зарослями из различных кустарников. Слыша треск и топот за спиной, Сергей удивился. Почему никто больше не кричит? Такое ощущение, что за ним идет охота. А кто же кричит на охоте? От этих мыслей ему стало страшно. Что с ним сделают, если поймают? Он успел добежать до кукурузного поля и войти в него. Сергей знал, как быстро дойти до реки. Он немного успокоился. Зато теперь он богат. Можно купить хоть машину, хоть квартиру. Сергей остановился, замер и прислушался. Тишина. Никто не топает, ничто не трещит под ногами. Похоже, что преследователи его потеряли. И теперь ждут, когда он выдаст свое местонахождение. «Ага, ждите, не на того напали», – подумал Сергей и сделал характерный жест, резко согнув правую руку в локте. «Но откуда взялись те, другие, а именно у меня на пути? Странно». Вдруг его пронзила страшная мысль. Он быстро открыл сумку и вытряхнул все ее содержимое на землю. Пачки денег, черный пакет, сложенный вчетверо. А это что? На земле лежала маленькая коробочка с индикатором, который мигал зеленым светом. Блин, так это передатчик. По его сигналу меня нашли. Те другие, что бежали навстречу. Значит, они сейчас знают, где я. Сергея прошиб холодный пот. Он быстро сложил деньги в черный пакет, схватил его и бросился бежать по полю, оставив сумку на месте. Впереди уже виднелась река. У самого края поля Сергей получил сильный удар по голове и потерял сознание. «Вот и добегался», – удовлетворенно сказал мужик в спортивном костюме и отбросил в сторону увесистую дубину. Потом он достал из кармана телефон и позвонил. «Это я. Есть еще один клиент. Бегает как заяц. Сразу видно, что здоровья много. Да, цена прежняя.
Убирай свои ловушки, через полчаса будем. Очнулся Сергей на какой-то поляне. Горел костер. Возле него сидели его преследователи. На краю поляны стоял небольшой дом. Недалеко от него виднелась машина. Дверь дома открылась, и из него вышел мужчина. Он был лысый, в очках и в белом халате, забрызганном кровью. «Вот ваши деньги. 500 тысяч, как и договаривались». Один из преследователей встал и забрал пачку денег. «Ты не поверишь, доктор, как легко клюет на приманку молодежь. Главное привлечь внимание, остальное дело техники. Пожилые люди просто проходят мимо, а этим все надо. А при виде денег у них крышу срывает. Видать, сразу планы на будущее строить начинают. Только не знают, что на их планы, у нас свои планы». Мужик в спортивном костюме захохотал. «Мы ведь и в пачке с деньгами датчики ставим, мало ли что». До Сергея стал доходить смысл услышанного. Получается, что он попал в ловушку, и все было специально подстроено. «И что теперь со мной будет?» – с тоской подумал он. Ответом ему был жуткий крик, донесшийся из дома. «Че он так орет?» – спросил здоровяк у Лысого. «Режем по-живому, без анестезии. Сейчас затихнет». Действительно стало тихо. Наверное, тот, кого резали, потерял сознание. «Я смотрю, заказов много?» «Не жалуемся пока. Спрос есть на все органы. А если на крик кто придет или приедет? Для непрошенных гостей у нас ловушки заготовлены. Сам знаешь. Ну а если из любопытства кто забредет, то милости просим. Мы всегда рады свежему мясу». Лысый неприятно захихикал. Из дома вышли два худых парня в халатах. «Доктор, там все готово для новенького. Тогда тащите его внутрь, я пока наших друзей провожу». Сергея поволокли внутрь дома. Там ему сделали какой-то укол и положили на операционный стол. «Не бойся, приятель. Резать тебя сегодня не будут. Только обследуют. Резать будут завтра». Это было последнее, что услышал Сергей, и провалился в черную пустоту. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.